Во-первых, всем привет, доброго утра, вы на канале Контрольная рыбалка, меня зовут Юля. Если вы не со мной, то, естественно, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, сегодня я приехала на реку Свислочь. Я не знаю пока, на что я буду ловить, на фидер или на удочку. В прошлый раз на Свислочи я ловила на удочку, потому что была совсем маленькая глубина, сильное течение, несло много травы по нему, и поэтому на фидер было ловить невозможно. Вот сейчас я приехала в такое интересное место, выбрала для себя опять новое на карте. Так, вот видите, здесь кто-то рыбачил, забивал кормушечки. Отправим рыбки. Здесь должна быть большая яма, в которую ударяет течение. И учитывая то, что в прошлый раз я даже с маленькой глубины 50 сантиметров поймала сама, мне почему-то кажется, сюда можно приезжать на ночевку сама. Сразу видно, что здесь кто-то был. Есть вот кострище. Не знаю, что это было. Так как это река, и рыбу нужно кормить, я пока не буду использовать лещ Спорт Река, потому что здесь мало крупной фракции. Оводы. Я буду использовать крупный лещ вместе с лещом черным. У меня много концентратов всяких вкусненьких от РС. Если я не ошибаюсь, это новиночки. Вот кто потом говорит, что у нас оводов нету комаров, ничего. Ребятки, это все вранье. Просто нужно следить за собой и уметь защищать. Убила на операторе овода. Вот он, сейчас вам покажу. Вот он. Смерть всем оводам, черт возьми. Так, вода из реки, сироп карамель, для того, чтобы корм был липким. Есть сироп карамель. И мой любимый концентрат — это лещ. Лещ. Ловить я сегодня собираюсь на удочку, на простую, на поплавочную. Здесь глубина небольшая, понимаете? Вот на этой реке я думала, она почему-то глубже. Я посмотрела, даже вот здесь вот, где, казалось бы, должна быть большая яма. Ямы нету, глубина составляет всего 1 метр. Чтобы вы понимали, сегодня я снова планировала ехать на Платник. Потом подумала, такая прекрасная погода. Зачем мне ехать туда, где будет целая куча людей, толпа? Да, у меня будет 100% гарантированный улов, и это будет карп. Но оставлю-ка я Платник на худшую погоду. Или на худшие времена, когда совсем будет слабо с рыбалкой там на дикаре. Смотрите, здесь как затишок такой. Вот идет вроде бы сильное везде, да, течение. А здесь вообще его как бы и нет. Интересно так. Как правильно делают, как я смотрела. Я вообще не такой особый ловец на реке. Вот. Но я смотрела. Правильно делают как? Правильно закармливают выбранную точку, а потом сверху по течению сплавляют до этой точки. И когда наживка проходит через закормленную точку, где будет рыба, должна быть поклевка. Это в идеале. Становится жарко уже. Появляется солнце, да, сейчас могут комары быть, но я сейчас возьму, заряжу свой термоцел, и мне ничего не будет страшно. У меня картридж. Все прекрасно. Какого животного компонента я пока не добавляю. Я буду ловить же на удочку. Я делаю достаточно плотные шары, такие,
чтобы закормить точку ловли. Делаю галушки для рыбушки. Галушки с кукурузкой. Получается фрикадельки для рыбы. Грибы. Я проехал, хватит гриб, я уехал. Комарей много, а грибов нет. Я крутнулся, глянул. Где ты видишь комарей, видишь, девушка голая. Так, у меня вот средства. Она обработалась. Так. Клеечка. Ух ты, какой хорошенький. Так, ребятки, первый пошел. Пока не заметила, отвернулась, клюнул вот такой вот, небольшой карпик. Ну а я уже готовлюсь ловить на фидер. Вот как ни странно, моя кормушка сейчас стоит. Забрасывать буду ориентиром, начиная на дерево. И она вот сюда вот немножко уплывает и на что-то там упирается. Сейчас будем пробовать. Опачки, ребятки. А вот и на фидер первая рыбуля. Как вам такая плотвичка? Неплохичный размерчик, да? Я думаю, очень. Есть еще одна рыбка. Есть еще одна плотвичка. Отлично.
гад. Здесь даже ёж есть. Нифига себе, блин, как она дернула со стойки. Ребят, ну жара просто вообще практически нетерпимая. Фидорок. Удочка моя кинула там еще одну удочку. Вообще раскиданы закидухи, нифига не клюет. Какие-то какашки одни. Карп. Наверное, это карп. Он то и дело здесь выплескивается, выходит вдоль береговой линии. Буквально минуты 2. И уже нужно фидер тоже перетягивать, потому что его просто сносит. Какой ты просто, ну я не знаю. Кормушку не ставь, у меня кормушка 120 грамм стоит. Пофиг. Травы вон сколько намывает. Кошмар. Самое интересное, что мотыля-то что-то сдирает, понимаете, я даже не вижу. Такой чуток побольше. Поднимать я как-то побаиваюсь. Сейчас. Что вроде? Пойду. Ничего не сделаешь. Опа. Такой немножко побольше. Фу. Покрупнее карпуша. Снова на удочку. Фу. Пришлось раскинуть 2 удочки. Одну в одно место, вторую во второе. Вот, потому что на одну брать совсем не захотела. Карпа берут на 2-3 кукурузы. Оп. А вот и густерка подтянулась. А почему подтянулась? Я поставила свежего опарыша, который хорошо шевелился. А еще в кормушку добавила нарезанного опарыша. И пришла густера. Наконец-то чуть-чуть стало прохладнее, мне захотелось есть. Вон там вон гроза, которая пока обошла нас стороной. Я надеюсь, что меня сейчас не убьет молнией. Атмосфера, конечно, супер. Да, на платнике я бы, конечно, нафигачила бы рыбу на хорошем, нормально. Но, смотрите, в момент уединения с природой, когда ты один, сам по себе, никто тебе не мешает, никого рядом нет, это же здорово. Я люблю такие места, где никого нет. Смотрите, сзади какая туча. Ее все-таки накрутила, и она идет сюда.
Сегодня вот отсюда, где я нахожусь, очень много грибников выезжало. Сейчас я покажу вам рыбу, которую я сегодня поймала. Ее пускай немного, но она все же есть, несмотря на погоду и все препятствия. Вот, поэтому давайте посмотрим и отпустим наших чудаков, которые сегодня клюнули. Самое крутое это то, что карп клюет на реке, на Свислочи. Я надеюсь, что они когда-нибудь вырастут и потом в дальнейшем будут приносить огромное удовольствие всем рыболовам. И, конечно, мы этих малышей-карандашей отпускаем. Нужно делать просто какие-то определенные выводы по клеву рыбы, опираясь на погодные условия, опираясь на снасти, которые я использую, на все. Вот. И в дальнейшем, естественно, повышать свой уровень и не оставаться без улова. Кто не подписан на мой канал, тот обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, я рада, что вы со мной. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока.